Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз. События августа. И к чему все идет? Давайте узнаем. Начало месяца у нас в одних энергиях, причем более спокойных. И до 10-го Меркурий, мои дорогие девы, ваша планета-управитель в ретро-движении. И вы наверняка знаете, когда ретро-Меркурий, тут то хоть извернись наизнанку, что-то ты не ускоришь. И мы знаем, тут избивчивая информация или какая-то такая противоречивая, может быть, в этот период, задержки всякого рода. Это может быть и задержки на транспорте, это могут быть задержки в плане, как срабатывают электронные системы взаиморасчета. Вот это будет очень важно. Что-то, может быть, пробуксовывать может, или что-то не срабатывает. И это все то, на что мы не влияем. Поэтому и самих себя тормошить, куда-то торопиться, если мы сталкиваемся с какой-то, как стеной непреодолимой, туда мы не пойдем, надо идти каким-то обходным путем. Солнце во Льве, мои дорогие, в августе месяце, и это вопросы любви, личной жизни, и причем Солнце во Льве, любовь страстная, чувственная, это не платоническая любовь, и со шквалом эмоций, от разочарований до восторга, восхищений, и Марс в весах нам еще путает карты, создавая эмоциональный фон, который тоже колеблется. Если мы говорим баланс, да, весы, но тут баланс нужно держать в плане того, что, скорее всего, будет какой-то пункт в нашей жизни, когда мы вынуждены оставить то, чем мы занимались, и быстро переключиться на какое-то новое дело, новую сферу, какой-то новый вопрос. Именно гибкость вот это имеется в виду, когда жизнь с ее новыми коррективами входит в наше пространство, нашей судьбы, и, может быть, первые предпосылки, они как раз и звучат как первые ноты, какая-то прелюдия именно в августе. И нам важно это рассмотреть. Не подумать, что «а нет, тут будет так, как я хочу». Перфекционизм как раз тут может оказывать, особенно на знаке зодиака, стихии Земли, медвежью услугу. И пока мы будем что-то там филигранно оттачивать и думая, сейчас доведу до совершенства, мы в это время упустим что-то очень важное. А потом это совершенство может оказаться, что и не нужно. Поэтому будьте внимательны. Я вас приглашаю на свой сайт, мои дорогие девы. Оставлю ссылки в описании под видео. И прочитайте, это астрологический именно прогноз. Я думаю, подсказок будет больше, ведь наша жизнь не бывает полностью предсказуема. Помним это. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала, той, которая в наших руках. Поэтому вот такие разные энергии. Начинается все где-то в замедленном ритме, но уже к середине месяца мы почувствуем, что жизнь набирает ход, набирает темп, а к концу августа тут и вовсе что-то может ускориться. Поэтому мы рассмотрим с вами, как с двух позиций. Начало месяца 3 карты. С чем это может быть связано? Что там за события? Отдыхайте. Тут важно успеть отдохнуть, понимаете? Набраться оптимизма и сил. Ух, высоковато положила. И вторая половина августа. С чем это связано? Какие события спешат на ваш порог? Или с чем вы столкнетесь уже во второй половине месяца? И если мы спросили, к чему все идет, вот давайте и узнаем. И к чему же это все идет? Начало и потом продолжение ближе к концу. Для чего это все было нужно? К чему все идет? Какие события будущего для вас будут иметь значение? Достанем карту на поездки, путешествия, разного рода перемещения, ваши достижения, ваша работа, занятость или ваши планы, проекты. И что будет дальше? То есть, что дальше, по сути, с заходом на сентябрь? Итак, начало августа. У кого-то может быть банально, правда, переписка с тем человеком, который на расстоянии. Вот две карты могут нам говорить о том, что есть какие-то отношения явно не проясненные. Может быть, это и деловые отношения, может быть, это какие-то контакты, возможно, и бумаги важные, когда вы отправляете запросы, потом ожидаете
ответа уже, да, и вы не знаете, получу, не получу, когда. Вот здесь тоже могут быть паузы в плане даже корреспонденции. Говорит, Меркурий, мои дорогие. Но у кого-то это ведь может проигрываться и в личной жизни, когда вы ждете, что кто-то проявится по отношению к вам. И есть еще у вас какой-то оптимизм, но все же по Верховной Жрице тут все покрыто тайной. Хотя, знаете, нам может судьба вернуть людей, некоторых, которых мы знали. И не факт, что это будет тот человек, которого вы именно ждете. Тут просто может нам вернуть людей из прошлого как ситуацию на доработку, и такое я тоже предполагаю. И тогда вам будет или необходимо, или придется думать, что с этим делать. Потому что все равно тройка жезлов говорит, нужно смотреть в будущее. Может быть, исходя из того, что вы уже на сегодняшний день имеете, вы будете с учетом карты Верховная Жрица проводить вот как раз этот баланс. Стоит ли мне чего-то ждать? Или анализировать. Ведь это карта тайны. Но и с другой-то стороны, Верховная Жрица – это та, которая все знает. Я, конечно, допускаю у кого-то в личной жизни, если были такие сложные отношения, как тройственный этот союз или любовный треугольник. И, может быть, и вы находитесь, вот как эта Верховная Жрица, иногда карта это символизирует, о человеке, который как бы в тайне. Или тайные отношения, мы говорим. И вот доколе это будет тянуться, вы тут тоже можете некоторые параллели для себя или границы обозначить. Почему? Потому что какая-то затянувшаяся история, с одной стороны, для кого-то из вас может ну просто крайне надоесть, именно потому что есть ощущение темпа жизни. Или то, что это никуда или ни к чему не приведет. Есть явно какие-то задержки и паузы, мои дорогие, которые вам надоели. Или когда вам захочется больше ясности внести в какую-то тему или вопрос. Конечно, это карта интуиции. Безусловно, слушайте свою интуицию. Для кого-то из вас это может быть и первые шаги, как дополнительный доход. Семерка Пентаклей все-таки у нас. И вы будете продумывать, каким образом я могу вот к решению этой темы подступиться. Вот это как проба пера или первые шаги. Примерять на себя, получится у меня это осуществить или нет. Но первые шаги и одновременно по Верховной Жрице вы как что-то новое можете осваивать. И никому об этом не говорить. Вот для кого-то проиграется так. Может быть, это и творчество, или какой-то ваш интересный проект, или, может быть, даже вы хотите, к примеру, работать, опять же, на дому из любой точки мира. Вот я такое могу предположить, потому что жизнь наша, она вот как-то в эту сторону разворачивается. И здесь пытается каждый, понятно, для себя, как и финансовую какую-то стабильную ситуацию выстроить, или пусть это будет дополнительный доход, но это тот доход, который не даст тебе пролоббировать сложные моменты жизни, когда ты можешь сам изменять свое финансовое состояние. Но вот что-то подобное в пересечении, как и будущего, так еще все-таки либо это денежный вопрос, либо это вопрос документов. Ладно, но вы уже смотрите вперед. А выбор, тем не менее, все-таки есть, смотрите. Август месяц, как и первая, так и вторая половина, аркан влюбленные. С одной стороны, нам говорят, сепарация – это только иллюзия, а по Солнцу во Льве, даже для тех, кто один или одна, здесь, знаете, может быть такой конкретный выбор. Вы можете даже прочувствовать вот это одиночество или свой сольный вариант с особой остротой. Не захочется. Захочется именно искреннего друга, как минимум. И пусть это не какая-то страстная любовь, которая сегодня есть, завтра она куда-то исчезла, да, так все-таки на эмоциях не что-то долго продолжаемое, верно? А вот когда надежная дружба, тогда это длится долго, или, по крайней мере, какую-то дистанцию длительную более имеет, нежели чувства, потому что чувства, они разные. И вы будете, как и выбирать, может быть, и так. Или для себя определяться в чем-то по части именно личной жизни. Потому что аркан влюбленный. Хотя я допускаю, для кого-то это и по работе все то, что я говорила. И опять же, не жди того, кто не придет. По семерке мечей девушка рисует открытые двери. И ей кажется, что она, ну вот я сейчас нарисую, и будет магия.
Ну, где-то в самом начале нам сказали, магии не произойдет, не жди того, кто не придет. Или сам себе иллюзий не создай. Ты можешь думать или ожидать того, что человек откликнется, или, может быть, как-то сложится удачная ситуация. Вот посмотрите, все карты говорят нет. Тут нужно себя перестраивать на новый лад. По тройке жезлов это карта будущее. Тут именно нужно смотреть, вот как эта верховная жрица, через стеклянный шар в будущее, мои дорогие, и не оборачиваться назад. Может быть, есть еще и это состояние выбора во второй половине месяца, но все-таки увидеть реальность и самому себе не замылить глаза. И у кого-то это будет побудительный мотив, какая-то финансовая история. Хоть и девятка кубков нам говорит все-таки кубки, да, но я называю часто эту карту эгоиста. Нам на классических даже колодах второй и в этой не исключение колоде. Это 78 дверей. Кстати, открыты двери или закрыты – это принципиальное значение. Вот смотрите, у вас нет на первую половину месяца закрытых дверей. И здесь-то тоже те двери, которые нужно открывать самим. Ничто же не препятствует с одной стороны. Но не строить, может быть, даже и куда-то не намереваться идти по семерке мечей. Или не ждать, что кто-то снаружи опять же эту дверь откроет. И вот эта девятка кубков, с одной стороны, может символизировать, тем не менее, мои дорогие девы, о том, что вторая половина августа по финансам тут сулит, ну, как какую-то прибыль. Или, по крайней мере, стабильную финансовую ситуацию. Это да. В первую очередь нам говорят о том человеке, который доволен собой. И где-то на период жизни какой-то, да, пусть даже вот 2 недели или 1 неделя августа, мы понимаем, а нам никто не нужен. Никого я не хочу видеть. Вот у меня сейчас все есть, и я этим доволен. Или довольна. У кого-то это может быть необходимость в отдыхе, банально. И вы будете просто отдыхать. И тогда этот отдых будет, да, прекрасным, замечательным. По крайней мере, и есть возможность это обустроить. Но вот с элементом эгоизма кто-то даже может и не захотеть из вас, ну, как-то перестраивать свою судьбу, жизнь на новые рельсы. Вроде выбор есть, а по семерке мечей дай-ка я еще подожду. Потому что я хочу тут больше стабильности, больше, ну, какой-то прогнозируемой ситуации. А карты-то нам, в принципе, не говорят о том, что она прогнозируема именно в короткий период времени. И уже, как и первый триплет, так и второй говорит, что есть то, что символизирует ваше ожидание в том или ином вопросе. И это ожидание не имеет какого-то смысла. Вот переложите на свою жизнь, что, какие темы вы сейчас решаете. И вот в данном случае ведь эгоизм, если мы говорим, даже в хорошем смысле, это ведь где там настойчивость заканчивается и начинается элементы эгоизма, никто точно не скажет. Иногда это просто необходимо. И не забыть о себе, кстати, тоже. Но, видимо, держать баланс, мои дорогие, вам придется. И это сделать будет очень важно, потому что какие-то совершенно новые реалии. Все-таки тройка жезлов. Так вот, к чему это все идет? Какая-то ситуация. Но тут по четверке кубков ни к чему не идет. Это мы ждем. Да, и по этой карте проходят и привычки. Не самые полезные, будем говорить. Но тут самое главное, опять же, двери. Дверь открыта. Человек сам не хочет встать и выйти. Ну, засиделся в этом кресле. С чипсами или что он тут, попкорн, может быть. Нет, чипсы ест. И все события это вот в этом телевизоре, в ящике, будем говорить, ну или в компьютере. Другого он не видит. Он живет не своей жизнью. И вторая карта Паш мечей, наблюдение. Это вы можете где-то наблюдать, да, или ждать развития каких-то ситуаций. Обе карты не говорят о том, что у нас что-то меняется. И Паш мечей нам говорят еще и вот о чем. Мы ведь можем находиться с любой позиции, да, два героя. Это вы можете за кем-то наблюдать. Или за вами, мои дорогие девы, тоже кто-то может наблюдать. И поэтому нужно быть очень внимательным. Я бы сказала, что и вам где-то хитрость и смекалку все-таки нужно в августе проявлять не без этого. С одной стороны, есть и те темы, которые, ну, бессмысленно продолжать, это точно. И ожидать точно так же бессмысленно. Теряем только время. И ничего не произойдет. Или, хуже того,
мы не сумеем вовремя переключиться в какой-то новый жизненный темп, новый ритм или в какие-то новые реалии. А вам нужно быть, как по тузу жезлов, магом и волшебником. Нам закрыты двери, но это двери мага, по сути. Это он сейчас их пассами откроет. Он знает пароль или кодовое слово, как это открыть. Открывается. И это происходит в тот момент, когда это нужно. У вас какие-то возможности практически в руках. Ваша задача их увидеть, рассмотреть. Или как по Марсу в весах переключиться на что-то, то, что может поначалу выглядеть невзрачно, а это будет возможность. Ведь туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И вот какая-то жизненная ситуация, как подсказки, прекрати ожидания. Или какая-то активность тут должна быть проявлена. Причем очень аккуратная, осторожная. И пусть не в этой колоде, в другой, но паш мечей – это как выбор другого направления. Мы шли словно в одну сторону и останавливаемся и понимаем, что да нет, если я вот сейчас и буду так же, в том же ритме продолжать, я просто потеряю время. Или я приду в какой-то тупик. И поэтому, как бы не было сложно, паш мечей, он, кстати, хороший актер. Видимо, и вам придется где-то надевать маски. Я этого не исключаю, мои дорогие девы. Обстоятельства внешние вас могут к этому подталкивать, потому что вам нужно определиться с чем-то новым. Или вот как с какой-то новой реальностью. И мы ведь еще не знаем, как мы поступим. Поэтому, конечно, мы примеряем на себя вот так осторожно. И где-то наблюдаем, но и допускаем, что за нами-то тоже наблюдают. И поэтому держать марку придется. И вот этот туз жезлов для вас открывает новые возможности. Причем совершенно в каком-то другом режиме. Интересное перемещение, поездки. Наверное, все то, что я говорила, да, действительно, себя самого как трансформировать в какую-то новую реальность. Вот такая задача. И по пятерке кубков ведь мелкая карта. Если мы спросили перемещение, то есть или поездки, пусть это не что-то глобальное, но у кого-то может быть и переезд, который связан с внешними событиями. Я это допускаю. И здесь, глядя на карту, так и хочется крикнуть вот этой девушке: «Прыгай, чего ты там кричишь или кого ты там ждешь». Нам показано, в округе ни души. И сколько ни кричи, никто не придет. Прыгать нужно самой. Двери закрыты, горят уже буквально. И языки пламени подбираются ко второму этажу. Девушке страшно. Она никогда не прыгала. Вот и вам все то, что я говорила. Вам нужно сделать что-то для вас совершенно, может быть, и невообразимое. Или то, к чему вы не привыкли. То, что ломает ваш внутренний какой-то шаблон, мои дорогие девы. И сделать это, ну, совершенно необходимо. И это будет касаться, к примеру, банально. Когда вы даже поехали в какие-то инстанции, учреждения, согласовывать документы и понимаете, что вам нужно быстро принимать какое-то решение, причем в каком-то новом ключе. Совершенно не так, как вы это предполагали, ожидали. Или вы узнаете, что буква закона, может быть, закон-то и не поменялся, у нас законы не меняются, но приложение к законам, какие-то дополнения, регулировки, они вносят коррективы. И, может быть, в сыром виде закон, предположим, существовал какое-то время, а теперь вышло приложение, вот это самое, да, и корректива очень существенная, она меняет конфигурацию полностью. И вам не нужно ждать, когда еще что-то произойдет, а именно тут быстро где-то самому себе дать команду перестроиться, потому что это как будто совершенно необходимо. И вот подобные ситуации будут именно увязаны либо с новостями, которые вы слышите в пути дороги, либо пути дороги будут связаны с подобным чем-то, когда мы не можем это отложить на потом. Может быть, вы видите, да, или я сейчас еду, разбираюсь по этой бумаге, или по какому-то вопросу, конкретному причем. Или это потом вообще как канет в лето. Вот я такое что-то могу предположить. Ваши достижения. Интересно, у вас ложатся карты, все то, что мы с самого начала начали, и вот они так плавно продолжают эту концепцию. Дверь закрыта. Четверка пентаклей. У вас сейчас сильная позиция. Четверка пентаклей – это уже какая-то стабильность. Это уже фундамент, мои дорогие.
Ну, видимо, сам по себе фундамент мало что значит. Это или что место, от чего мы можем оттолкнуться. Для чего? Чтобы прыгнуть, например, или перепрыгнуть. Я бы сказала так. Я только что говорила, что вы не можете что-то отложить на потом, а вам именно нужно переиграть в новом ключе, с новыми реалиями, или с новыми новостями, или с какой-то еще, ну, как новой, меняющейся реальностью или обстоятельствами. И это будет для вас жизненно необходимо. Так вот и эта девушка, она поставила вопрос попасть в эту дверь. Девушка слишком велика для этой двери. Или дверь мала. И вот она задумалась. Мы понимаем, ни дверь не вырастет, ни девушка не уменьшится. А если бы она поставила этот вопрос несколько иначе, альтернативно? Мне не в дверь надо попасть, а за этот забор. Тогда бы она произвела разведку. Ничто не стоит заглянуть за этот забор и посмотреть, что же там есть. А второй момент – перемахнуть его. Ничего не стоит. Вот и для вас есть возможность решения какого-то вопроса. Может быть, по части денег, кстати, или каких-то электронных систем взаиморасчета. Уран в близнецах, мои дорогие. И вы можете тоже чувствовать, как меняются какие-то финансовые институты, финансовые системы. Может быть, это увязано с вашей работой или с вашей занятостью. Может быть, вы работаете через всемирную паутину или ваша работа с расстояниями. Опять же, пространство, эфир, интернет. Вот тут все входит. Или из любой точки мира. Или какое-то путешествие, перемещение, командировки. Перекладывайте на себя. Тут вот у каждого что-то будет свое. И вот этот квантовый скачок вам как будто для ваших достижений совершенно необходимо делать в августе. Но, понимаете, в августе есть маневр. Какой маневр? Мы сказали, она может заглянуть, значит, она может что-то просчитать, а потом оттолкнуться и перемахнуть, если сочтет нужным. Может быть, она выберет более подходящее место, куда она приземлится, кто его знает. Вот такой тонкий нюанс, подсказку дает нам карты. Что будет дальше? Ну, вы сами будете, и ваши гроши, хочется сказать, мои дорогие девы. Король Пентаклей – это, конечно, консерватор. Тут ни разу не про вдохновение, полет души. Нет, тут вот подсчет материальный, математический. Ну, видимо, и время-то такое, когда вам нужно быть рациональным человеком. Есть то, что очень бы хотелось, но это не получается, будем откровенны. Ни одна карта нам об этом уже сказала. Но есть еще и то, что как будто ставит в тупик. И совершенно необходимо преодолеть. И в данном случае консерватизм вам помогает. И что будет дальше, мы спросили на сентябрь. И я тогда в целом вам скажу. Это вы будете укреплять свои позиции. Вот если вы проделаете какую-то работу, решите какой-то вопрос по части согласований или денежных каких-то моментов, да, тут может быть и так, или бумаг важных. Может быть, это через отношения, или у кого-то буквально перемещение поездки. В конечном итоге вам вот этот квантовый скачок совершенно необходимо сделать, потому что уже в сентябре вы будете видеть плоды труда своего. Вот как этот король открыл сейф, посчитал, проверил, будем говорить, держит все под контролем. Ну, где-то и контроля будет больше в сентябре. Но для этого и себя необходимо как-то перестроить. Жизнь, наверное, меняется. И вы в августе, мои дорогие девы, можете это чувствовать остро. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы. Я благодарна за то, что вы смотрите мои видео, за то, что пишете искренние комментарии. Я вот когда раскладываю карты, я ж не вижу, у кого там что. И поэтому даже если не ответила, но я всегда читаю очень внимательно. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.